В 2022 году вся Европа задавала один и тот же вопрос. Кто вообще этот грузин, который возит защитников серии А так, будто играет во дворе? Но пока Италия пыталась выговорить твою фамилию, в России и Грузии уже давно знали. Если этому парню дать свободу, он уничтожит любого. Ты не выглядел как суперзвезда, просто тихий парень, который после тренировок оставался работать еще час. Но потом ты выходил на поле и превращал футбол в шоу. Ты – Хвича Кварацхелия. И это вся твоя жизнь. Ты рождаешься в Тбилиси, в стране, ты растешь среди площадок, где вместо штанг – камни, а вместо идеального газона – пыль и неровности. Но у тебя есть то, чего нет у многих – отец-футболист. Он не обещает сказку и не продает иллюзии. Он знает, как сложно грузину добраться до вершины, и поэтому требует от тебя не только красоты, но и характера. Ты попадаешь в Академию Тбилисского «Динамо», главную футбольную школу страны. Конкуренция бешеная. И ты действительно выделяешься техникой, которая выглядит неправдоподобно для подростка. Но вместе с восхищением приходит привычная фраза тренеров. Слишком худой, слишком хрупкий. Они смотрят на твое тело и боятся, что взрослый футбол сломает тебя. Ты дебютируешь рано. Но взрослый футбол редко бывает справедливым к юным. Несколько матчей, один гол, и вроде бы можно строить уверенность. Но вместо этого ты чувствуешь, тебе не доверяют по-настоящему. Ты принимаешь решение уйти ради развития. Это не бегство, а выбор взрослого человека. Лучше шаг назад в статусе, чем стоять на месте внутри системы. Ты просто парень, который хочет играть каждую неделю, а не ждать милости. И именно это решение потом будет выглядеть первым проявлением твоей зрелости. В Финч-Руставе ты получаешь то, чего не хватало. Поле, минуты, ответственность. Ты начинаешь собирать статистику, показывать стабильность, расти через реальные матчи. Но футбол умеет бить по голове, когда все только начинает складываться. Клуб вылетает, будущее становится мутным, и ты снова оказываешься в точке неопределенности. Куда дальше, где следующий шаг? Кто вообще готов в тебя вложиться? И именно тогда в твоей истории появляется новая дверь – Россия. Ты еще не знаешь, что эта дверь станет твоей школой выживания. Тебе 18, и ты впервые уезжаешь так далеко. Москва встречает не романтикой, а масштабом. Ты оказываешься в «Локомотиве», живешь на базе. И впервые понимаешь, что одиночество может быть громким. Ты скучаешь по дому, по семье, тебе страшно, и ты не стыдишься этого. Страх здесь нормальный. Новый язык, новые требования, чужая раздевалка. Хорошо, что рядом есть люди, которые не дают утонуть. И в этот период происходит главное. Рядом появляется тренер, который видит в тебе не юного легионера, а будущую звезду. Юрий Палыч считывает полезности интеллект. Ты еще не играешь много, часто выходишь на от 10 до 15 минут. Но Семин обращается с тобой так, будто бережет редкий инструмент. Он не пытается выжечь в тебе риск и не заставляет играть как все. Наоборот, он дает свободу в атаке и защищает твою смелость. Между вами появляется особая связь. Ты чувствуешь уважение. Он видит в тебе мирового игрока раньше, чем это становится общим мнением. И ты отвечаешь тем, что работаешь еще больше. Не потому, что тебя заставили, а потому, что тебе впервые доверили по-настоящему. Позже ты скажешь, что любишь Семина как легенду «Локомотива» и всего футбола. У тебя появляется первая серьезная зарплата. Ты отправляешь деньги домой на операцию отцу. Не ради красивой легенды, а потому что это действительно важно. Ты вообще решаешься уехать из Грузии во многом из-за этого, чтобы помочь семье не словами, а действием. Это формирует тебя сильнее любой тренировки. Ты перестаешь относиться к футболу как к мечте и начинаешь относиться как к ответственности. Твоя мотивация становится взрослой, ты играешь не только за себя. И при этом ты остаешься тем же, скромным, тихим, без показухи. Ты чувствуешь, что готов к большему, но футбол – это еще и переговоры, условия, сроки, бумага. Локомотив не фиксирует тебя так, как должен фиксировать талант такого уровня. Руководство не договаривается, тянет, ошибается, и в какой-то момент становится ясно – ты уходишь. Семин переживает это как личную потерю. Он говорит, что это громадная ошибка. И ты видишь эмоции, которые редко увидишь в профессиональном футболе. Разговоры, слезы, прощания, где вы оба понимаете. Вы могли пройти вместе гораздо дальше. Так появляется Рубин и тренер, который научит тебя быть профессионалом. В Рубине ты получаешь ключи от атаки. Слуцкий дает свободу.
Он быстро показывает, взрослый футбол не терпит театра. Ты можешь быть техничным, можешь получать по ногам, можешь падать, но ты не имеешь права превращать каждое касание в спектакль. Он дисциплинирует тебя не криками, а правилами. Слуцкий делает важную вещь. Он не пытается превратить тебя в физического монстра. Он не ломает твою легкость и качалкой. Он прокачивает твою психологию. И именно здесь ты взрослеешь. Ты становишься игроком, который способен не просто красиво обыграть, а стабильно тянуть команду. Ты попадаешь в чемпионат, где правило простое, мяч может пройти, человек нет. В каждый матч ты входишь с пониманием: сегодня тебя будут ломать. Ты учишься держать баланс, уходить от контакта на долю секунды раньше, принимать фол так, чтобы все равно продвинуть атаку. Постепенно ты становишься лучшим дриблером лиги, и соперники начинают бояться твоего первого шага. Ты выбираешь жизнь, которая со стороны кажется скучной. База, тренировки, сон, разбор матчей и снова по кругу. Ты мог бы снять квартиру, жить как звезда, но ты селишься там, где меньше соблазнов и больше дисциплины. Ты отказываешься от переводчика и начинаешь учить русский, потому что хочешь понимать тренера напрямую, без фильтра. Твое трудолюбие напоминает подход к Криштиану, но без его демонстративности. Именно поэтому тебя любят тренеры. Ты не капризный талант, ты талант, который работает. И вдруг мир сходит с ума. Политика ломает спортивную логику, и ты оказываешься в ситуации, где решение нужно принимать быстро. Контракт, безопасность, будущее. Ты разрываешь отношения с лигой и возвращаешься в Грузию. Со стороны это выглядит как шаг назад, будто карьера откатилась. Ты оказываешься в батумском «Динамо», тихое место, где можно поддерживать форму и не потерять себя. Но внутри это тяжелый период. Ты уже знаешь, что готов к топ-уровню и все равно вынужден ждать. Параллельно идут переговоры. Ты держишь голову холодной, потому что ты уже проходил это. Отсутствие ясности, сомнения, чужой хаос. Когда объявляют твой переход в Наполе, многие пожимают плечами. Тебя называют дешевой заменой, Инсинье – временной фигурой. Очередной ставкой на неизвестного. Неаполь в тот момент нервный. Клуб давно не видел титулов. Люди устали ждать чуда. И ты приезжаешь туда без позы спасителя. Ты просто выходишь на первые матчи, и все меняется за неделю. Гол плюс пас в дебюте, потом дубль. Ты снова выбираешь режим. База, тренировки, язык, минимум отвлекающих вещей. Ты не пытаешься понравиться городу словами, ты делаешь это обводкой. И Неаполь начинает влюбляться. Потому что здесь ценят не идеальность, а огонь. А у тебя огонь тихий, он не шумит в интервью. Он горит в каждом касании. Тебя называют Кварадонной. И для Неаполя это почти религиозный жест. Здесь Марадона не сравнение, а святыня. Ты слышишь прозвище и стараешься от него отмахнуться, потому что понимаешь. Повторить Диего невозможно. Но люди уже решили. Ты вернул им чувство, которое они забыли. Ты уничтожаешь защитников не только финтом, но и тем, что делаешь это в правильный момент. Ты работаешь назад как проклятый, прессингуешь, отбираешь, снова убегаешь. Связка с Сосимхеном становится кошмаром для лиги. Наполи вдруг начинает доминировать, как будто у него сняли кандалы. Ты становишься лицом атаки, но остаешься скромным человеком. В Лиге чемпионов ты показываешь, что это не итальянская сказка. Это реальный уровень. На Энфилде ты играешь так, что весь мир смотрит на один эпизод снова и снова. Ты разрываешь правый фланг, унижаешь защитника обводкой, пробрасываешь, заставляешь соперников паниковать. Наполи проводит лучший сезон за десятилетия. Команда идет к титулу с уверенностью танка, а город постепенно превращается в один большой праздник. И когда наконец приходит Скудетто спустя 33 года, Неаполь взрывается. Люди плачут, запускают фейерверки, обнимают незнакомых, потому что это больше, чем футбол. Ты стоишь внутри этого безумия и все равно остаешься тихим. Неаполь коронует тебя эмоцией. А ты понимаешь, ты не просто выиграл чемпионат. Ты стал частью городской памяти. Самая личная вершина – сборная. Ты знаешь, что Грузия долго жила без больших турниров, как будто ее футбол всегда где-то рядом, но не внутри праздника. И вот приходит Евро 2024. Мир смотрит на вас как на аутсайдеров. А потом происходит матч с Португалией. Ты забиваешь почти сразу. Грузия делает историческое, выходит в плей-офф. И ты запоминаешь не только гол. Ты запоминаешь момент после свистка. Вместо того, чтобы бежать в истерику празднования, ты подходишь и пожимаешь руку легенде. Это не слабость, это уважение. В этот момент ты становишься символом страны. Не просто игроком, а доказательством, что грузинская мечта реальна. И где-то во дворах Тбилиси
Мальчишки начинают финтить смелее, потому что теперь у них есть ты. Дальше наступает этап, который всегда сложнее сказки. Новый клуб, новая роль, новый уровень ожиданий. Луис Энрике – тренер, который ценит не только талант, но и работу без мяча. И ты вписываешься, потому что ты никогда не был ленивым артистом. Ты становишься умнее, рискуешь там, где риск оправдан, а не там, где хочется красивый кадр. Ты чаще опускаешься глубже, играешь по всей бровке, оказываешься то в роли созидателя, то в роли завершителя. Эта новая версия тебя менее дворовая, но более взрослая. И в этом есть сила. Ты не теряешь магию, ты просто учишься управлять ею. Потому что на самом высоком уровне побеждает не тот, кто финтит больше всех, а тот, кто финтит вовремя. Вне поля ты все тот же, спокойный, семейный, без лишних символов звездности. Ты не строишь из себя икону, хотя для Грузии ты уже икона. Ты – пример того, что можно быть скромным человеком и при этом самым ярким на поле. Твоя история становится набором простых доказательств, что талант из маленькой страны может стать мировым, что дриблинг не умер, даже когда футбол стал роботизированным, что характер важнее хайпа, что можно уехать в 18 в чужую Москву, пережить страх, через боль РПЛ стать профессионалом, в Италии стать легендой города и в сборной сделать то, чего раньше не делал никто. А дальше уже разговор о потолке. Лига чемпионов, главные личные награды, золотой мяч – все это не выглядит фантазией, когда ты видишь, как ты влияешь на игру. Ты – Хвича. И самое важное, твоя история еще не закончена.